Ребенок ночью спит с открытым ртом и храпит. Повод ли это удалять аденоиды? Итак, вы совершенно правильно поставили диагноз. Если ребенок спит с открытым ртом, да еще и храпит, это действительно реально диагноз аденоиды. И вот в этой ситуации всегда возникает мысль – лечить или удалять. Причем, как правило, родители уже заранее для себя все решили. Они решили, будем удалять или будем лечить, и начинают ходить по врачам. И пока они не найдут того врача, который согласится с их решением, что будем лечить или будем удалять, вот они будут ходить по врачам. На самом деле, во всем цивилизованном мире вопрос так не стоит – удалять или не удалять. Есть совершенно конкретные критерии, которые говорят о том, что хватит, не надо лечить, не надо издеваться над ребенком, надо удалить аденоиды. Да, есть информация о том, что если аденоиды удалить рано, в возрасте 2-3 года, например, то есть шансы, что до 6-8 лет, пока рост аденоидов продолжается, они могут вырасти еще раз. И их опять придется удалять. Но что делать, если ребенок не высыпается? Если он реально храпит? Если у ребенка частые болезни верхних и нижних дыхательных путей. То есть представьте себе, ребенок дышит открытым ртом. То есть получается, что в легкие постоянно попадает неочищенный, неувлажненный воздух, что приводит к заболеваниям нижних дыхательных путей. То есть отсутствие как таковое носового дыхания является прямым показанием к удалению аденоидов вне зависимости от возраста. Поэтому, если ребенок спит с открытым ртом и храпит, пока вы приняли решение о том, что да, мы вместе с врачами, конечно, приняли решение о том, что аденоиды надо удалять, пока операция не будет назначена на завтра, условно говоря, мы создаем правильные условия, создаем правильную спальню, думаем о параметрах воздуха, о температуре, влажности, очищаем воздух. На что еще мы должны обратить внимание? Вы же не хотите, чтобы аденоиды выросли опять. Так сделайте так, чтобы после операции ребенок вернулся в чистую, прохладную комнату с нормальной влажностью. Вот и подумайте об этом. Делайте правильные выводы.